Приветствую всех на канале отдыха и путешествий Моторный Лайф. В прошлом видео на канале вы могли видеть историю и жизнь киевского фуникулера. А сегодня мы поговорим про фуникулер Одесский. Это совершенно уникальный памятник старой Одессы, которого в его первозданном виде уже никогда не будет. Уверен, у одесситов постарше упоминание о нем вызывает ностальгические воспоминания. Все вы знаете про Потемкинскую лестницу в Одессе. Так вот, эта гигантская открытая в 1841 году лестница сначала была скорее частью архитектурного ансамбля, чем использовалась по прямому назначению. Портовый рабочий люд шел в порт на работу в основном со стороны пересыпи. Со временем количество людей, желавших попасть в Одесский порт и на Приморскую улицу из центра города, возросло. Этому способствовало открытие железнодорожного сообщения из порта на Куяльницкий лиман, куда, как вспоминал в книге «Ни дня без строчки» Юрий Олеша, шел поезд, ведомый маленьким паровозом 5-6 зеленых вагонов. В 1880 году, учитывая конъюнктуру, была предпринята попытка создавать концессию для устройства рельсового подъемного пути с пристани на бульвар, потерпевшая фиаско. Идея эта заработала в 1895 году, когда молодой инженер Пятницкий подал в городскую управу прошение о предоставлении ему сооружения и эксплуатации механического подъемного пути с Приморской улицы на бульвар. Соблазненные предложением Пятницкого, городские власти все же объявили конкурс через местные и столичные газеты. Откликнулась лишь одна парижская фирма, представившая только эскизный проект, никак не привязанный к местности. По заключению известного в городе инженера Зуева, предпочтение отдали Пятницкому. В 1900-1902 годах спланировали склон под трассу будущего фуникулера. Уложили одноколейный рельсовый путь длиной около 100 метров с разъездом посередине и переходным мостиком над ним. Построили деревянный ажурный павильон на бульваре, каменное здание с кассой, с перроном и конторой на Приморской улице. Также рядом построили небольшую электростанцию, собрали и закрепили на тросах два доставленных из Парижа вагончика на 35 пассажиров каждый. Установили 300 ламп, дуговых фонарей для освещения дороги. Работы были выполнены под руководством инженера Раковского. Торжественное открытие подъемной дороги состоялось 8 июня 1902 года. На следующий день она приняла первых пассажиров, причем желающих испытать удобство движения нашлось довольно много. Если в Одессе произнести слово «фуникулер», никто не поймет, о чем идет речь, писал Леонид Утесов в книге «Спасибо, сердце». Его называют «подъемная машина». Так одесситам кажется короче и понятней. Вниз почти никто не едет. А зачем? Спуститься по лестнице просто удовольствие. По условиям контракта фуникулер должен был перейти в собственность города в 1920 году. Но революция разорвала контракт раньше. С 1919 года фуникулер был на консервации. Заработал он 20 сентября 1926 года с окончанием разрухи после гражданской войны и французской интервенции. Во второй раз остановился фуникулер во время Второй мировой войны. 4 года после войны не работал. В 1948 году начались работы по восстановлению фуникулера. Едва отдышавшись от войны, город восстановил фуникулер. Вот так это описывалось в одесских известиях того времени. Одесса отстраивается. Восстановлен ряд насущнейших производственных органов города. К воскресшим мертвецам нужно отнести и начавшую вчера работать подъемную дорогу, соединяющую порт с бульваром имени Фельдмана. Маленькие свежевыкрашенные вагончики вновь поползли по железным тропам.
Их встречала звонким «Ура» собравшаяся публика. С 1947 года практически до конца 1960-х фуникулер справлялся со своими обязанностями, радуя гостей города и одесситов. Но время не пощадило и его. Фуникулер обветшал и нуждался в замене оборудования с вагонами, а пути и павильоны в ремонте. Тогдашнее руководство города решило не тратить деньги на ремонт фуникулера, а построить на его месте передовой вид транспорта – эскалатор. В 1969 году фуникулер был закрыт, а уже в апреле 1970 состоялось открытие Одесского эскалатора. При этом не решив никакой транспортной проблемы, поскольку ее и не было. По тем временам это было достаточно стильное и прогрессивное сооружение. Но его проблемная конструкция плюс недостатки запчастей привели к тому, что через 10 лет эскалатор работал только на подъем, а его вторая половина использовалась как донор запчастей. Но и их хватило ненадолго. Стоимость проезда по сравнению с фуникулером увеличилась на 50% и составляла 3 копейки. Правда, и эта цена оставалась неизменной практически до самого окончания работы эскалатора. Окончательно эскалатор пришел в негодность и закрылся в 1997 году. В 1998 году городская власть решила построить на Потемкинской лестнице новый фуникулер по принципу наклонных лифтов и выделила деньги. Получился долгострой длиной 8 лет. Наверное, 100 лет назад с организацией строительства столь сложных технических объектов было проще. Но новый фуникулер заработал аж в сентябре 2005 года. Фуникулером в классическом понимании этого термина его не назовешь. По сути, это 2 независимых наклонных лифта. Кабинки нового фуникулера поменьше, на 12 человек. Однако обзор из них отличный. Но что самое главное, фуникулер в Одессе есть. Кстати, стоит заметить, что проезд в фуникулере после последней реконструкции был бесплатный, а с 2012 года платный. Кроме всем известного фуникулера, на Приморском бульваре в Одессе был еще один фуникулер, о котором мало известно. На даче Ковалевского существовал фуникулер, связывавший летнюю резиденцию митрополита Украины с пляжем. По непроверенным сведениям, этого фуникулера больше нет, так как он был разрушен после оползня. Современный фуникулер, Одесса с ее позитивной и доброжелательной атмосферой, множество достопримечательностей и интересных мест. Что еще нужно для приятного и насыщенного отдыха?